Желто-зеленая куфия, больше известная как хабу, это ядовитый вид змей семейства гадюковых, обитающих на острове Амами-Осима в Японии. В 1979 году правительство страны решило, что нашло идеальное решение своей смертельной проблемы. Люди умирали от ядовитых укусов, и что-то нужно было сделать быстро. Кто мог бы охотиться и съесть хабу? Ответом стали новые убийцы змей, которых выпустили на остров. Маленькие пушистые существа, созданные природой для охоты на насекомых и мелких животных, но обладающие проворством и храбростью. Сурикат казался подходящим хищником. Его молниеносные рефлексы, смелость и коллективная жизнь в колониях давали надежду, что он сможет справиться с угрозой. План выглядел блестящим, перспектива казалась солидной, и все были в восторге от этого естественного решения. Но спустя 25 лет оказалось, что эксперимент обернулся одной из самых больших экологических ошибок в истории японской дикой природы. Хабу всегда были смертельной угрозой. Эти змеи, близкие родственники гремучих змей и африканских гадюк, известны своей агрессивностью и ядовитым укусом. Только в 1980 году было зарегистрировано около 400 случаев укусов на Амами-Осима, и несколько из них оказались смертельными. Жители острова жили в постоянном страхе, ведь антидот требовал охлаждения, а в отдаленных районах электричество было роскошью. Постройка больниц или модернизация инфраструктуры казались финансово невозможными. И тогда власти решили обратиться к природе за помощью, найти хищника, который возьмет на себя контроль над популяцией змей. Выбор пал на суриката. Этот социальный зверек из Африки вел коллективный образ жизни, славился смелостью, скоростью и способностью распознавать опасность. В научных отчетах подчеркивалось, что сурикаты умело борются с ядовитыми насекомыми и иногда могут нападать на мелких рептилий. Власти Японии решили, что эти качества можно использовать для контроля над хабу. В 1979 году на остров завезли 30 сурикатов. Их выпуск сопровождался надеждой, что они будут не только бороться со змеями, но и контролировать растущую популяцию крыс. Поначалу жители приветствовали эксперимент. Казалось, что маленькие зверьки восстановят баланс и избавят людей от смертельного страха. Но вскоре выяснилось, что сурикаты охотятся днем, а хабу — ночью. Их графики жизни не совпадали. Кроме того, змеи оказывались слишком опасной добычей. Гораздо проще было охотиться на кроликов, птиц и мелких грызунов, которых на острове было в избытке. Сурикаты сделали умный выбор, избегали ядовитых змей и предпочитали безопасную и легкую пищу. К 1993 году популяция сурикатов достигла около 10 тысяч особей. Они полностью проигнорировали змей, но чрезвычайно успешно размножались. Эксперимент, начавшийся как миссия по спасению жизни, превратился в катастрофу. Теперь на острове жили не только опасные змеи, но и тысячи голодных сурикатов, разрушавших экосистему. Наибольший удар пришелся по эндемикам. Амамийский кролик, уникальный живой ископаемый, переживший ледниковые периоды, оказался беззащитным. Сурикаты начали охотиться на него и быстро сократили его численность. Под удар попали и амамийские колючие крысы, и местные птицы, лишившиеся кладок, сурикаты выедали их яйца. Всего за 2 десятилетия среды обитания многих редких видов сократились почти наполовину. В начале 2000-х годов стало очевидно, что остров находится в осаде. Сурикаты ели все — млекопитающих, птиц, насекомых, яйца, фрукты. Численность амамийских кроликов резко упала, птицы перестали петь в лесах, насекомые стали распространяться бесконтрольно.
Жители осознали, что решение проблемы со змеями породило куда более серьезную угрозу. В 2000 году японское правительство начало программу искоренения сурикатов. Первые ловушки давали мало результатов, но со временем методы усовершенствовали. Применялись специальные капканы, приманки, камеры с датчиками движения и даже поисковые собаки. В 2005 году была создана группа «Охотники за сурикатами Амами», объединившая местных жителей и специалистов по дикой природе. Они установили десятки тысяч ловушек, исследовали самые труднодоступные районы и шаг за шагом сокращали численность инвазивных зверьков. Борьба длилась почти 2 десятилетия. Популяция сурикатов сокращалась с тысяч до сотен, а затем до единиц. В 2018 году был пойман последний сурикат. В последующие годы камеры и поисковые собаки не фиксировали новых особей. В 2024 году Министерство окружающей среды официально объявило, что сурикаты полностью искоренены на Амами-Осима. За годы борьбы было уничтожено около 32 тысяч животных, более чем в 1000 раз больше, чем изначально завезли. Цена победы оказалась огромной — миллионы долларов и 20 лет усилий. Но без этого исчезли бы амамийские кролики, колючие крысы и десятки уникальных видов. Экосистема острова начала восстанавливаться. Кролики вновь стали чаще встречаться в дикой природе, птицы вернулись в леса, баланс постепенно восстановился. История сурикатов на Амами-Осима стала уроком для всего мира. Первоначальная угроза, змеи Хабу, в итоге перестала быть смертельной благодаря развитию медицины и доступному антидоту, а вовсе не благодаря чужеродным хищникам. Опыт показал, что попытки быстрого природного решения часто приводят к катастрофам. Сегодня методы и опыт искоренения сурикатов на Амами-Осима применяются для борьбы с инвазивными видами в других регионах Японии и за ее пределами. Экологи подчеркивают, что природа устроена сложнее, чем кажется, и вмешательство без учета всех факторов почти всегда приводит к цепочке катастрофических последствий, которые обходятся дороже любых первоначальных инвестиций. Поэтому урок Амами-Осима стал не просто историей о неудачном эксперименте, а глобальным предупреждением о том, что баланс в природе — это тонкая система, которую легко нарушить, но почти невозможно восстановить без огромных затрат и усилий. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.